Топ-5 Wi-Fi 6 роутеров из Китая. Дело в том, что он настолько сильно изменился с учетом новых некоторых факторов, которые мы начали учитывать, что пришлось снимать вот это новое видео. Поэтому топ-5 Wi-Fi 6 роутеров конкретно из Китая. Почему из Китая? Потому что они мощнее, чем все остальные. На канале Технозон на осень 2023 года, фактически к распродаже на ноябрь. Поехали. Мы на главной страничке нашего канала. И дабы не затягивать наше видео, прошу вас подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие наши видео. Это позволит нам развиваться, даже если вы не смотрите, вам все равно, а мне приятно. И в описании под видео все обзоры тех роутеров, о которых мы говорим. Это не значит, что мы сейчас вам показали то, о чем не знаем, и то, что мы не тестировали. Мы все это тестировали, и ссылки на проверенных продавцов, а также эксклюзивные коды к распродаже, если вы смотрите в период распродажи, конечно, тоже лежат там. Ну и, конечно же, обзоры. Начинаем. И тут у нас случилось непоправимое. Дело в том, что Xiaomi роутер, Redmi роутер AX5400, который раньше был в нашем топе, и действительно он очень крутой, по покрытию все классно, он у нас вышел во внетоповое место. Это очень прискорбный факт, но есть на то причины. И хотя в нем 2,5 гигабитный LAN, там, у него все порты гигабитные, у него на покрытие просто сумасшедшая, именно сумасшедшую площадь на покрытие, в нем Qualcomm процессор, это именно основная точка соприкосновения на текущий момент. Дело в том, что я вам дальше покажу именно почему те роутеры, которые зашли, они будут теперь выше в рейтинге. Все очень просто из-за поддержки OpenWRT, OpenWRT, так называемый в простонародье. И тут не спасает этот роутер даже наличие большого объема памяти в 512 мегабайт. То, что он mesh, то, что в нем есть какие-то бустеры OFDMA и даже 4000 QAM, это тоже его, откровенно говоря, не спасло. Его компактные размеры, 4×4 у него формула MUM-AMO. И вот все. Роутер классный, реально, но это просто роутер, не более, не менее. А вот дальше мы пойдем с вами на не совсем обычный роутер для Китая. Это RT-AX82U. Сразу говорю, этим роутером я пользовался больше года. Это просто сумасшедшая пушка, и на текущий момент им пользуется наш видеомонтажер Алексей. То есть он перекочевал от меня к нему, и это просто невероятная тема. То есть, конечно же, с USB, конечно же, сделанный сервером, с возможностью агрегации, с возможностью подключения двух провайдеров на балансоустойчивость и на резервирование. Мало того, в нем есть FTP сервер, в нем есть Samba сервер, в нем есть поддержка 3G, 4G роутеров, в нем есть даже, ну это, кстати, ROG роутер, по-моему, я не помню, именно серия ROG, это не ROG, но то, что это игровая серия, здесь даже есть поддержка ауры, да, это ROG серия, поддержка ауры у него спереди такой, как Дарт Вейдер, я вам скажу, очень крутой роутер, я советую посмотреть мой обзор, я прям тогда подвис и работал на нем долго. При этом есть поддержка mesh-сетей, у него индекс скорости AX5400, это гигабитный роутер, но вот цена тут 124 бакса играет роль. Казалось бы, и не дешево, и недорого. Я советую вот, конечно, его. Я советую его. Дальше просто будут роутеры, которые в каких-то моментах, вариантах использования будут действительно лучше. Но этот роутер максимально универсальный, который основан на операционной системе Asus VRT. Я вот, если вы посмотрите обзор, то я думаю, вы в него влюбитесь. Я его реально советую, даже за $124, это просто суперовая цена. Пятое место, заслуженное. Четвертое место, тут, тадам, новиночка. Мы только сделали на него обзор. Это оригинальный Xiaomi AX3000T, и тут в нем прекрасно все. Поддержка агрегации, поддержка Wi-Fi 6. Поддержка 160 МГц. Многие спросят, зачем на гигабитном роутере? Да, он гигабитный, поддержка 160 МГц. Ведь там невозможно получить больше там гигабита на нем вроде бы как. Ну, опять же говорю, у него есть агрегация. И для китайских роутеров тут есть опция поддержки IPTV. Наконец-то эти роутеры получили полноценную поддержку IPTV. Настолько он прикольный, что за 37 баксов я реально его рекомендую. При этом это еще и mesh роутер. То есть вы можете взять две таких точки, получить mesh. И все это будет у вас в сумме за $74 mesh сеть из двух действительно достаточно быстрых и мощных роутеров, потому что по своей мощности он неплох.
Тут есть один момент. Он у нас на 4-м месте, потому что формула MU-MIMO 2 на 2. И тут уж физику не обманешь, и распределить на 4 антенны, вернее, если была бы формула 4 на 4, было бы 6 антенн, то там в 5 ГГц Wi-Fi распределить большое количество устройств, которые используют одновременно большой поток, невозможно. То есть здесь 2 на 2, и если вот в домашнем использовании вы этого не заметите, если у вас большое домохозяйство, и там уже будет там 2-3 стриминговых сервиса, 2-3 стриминговых каких-то устройства, то тут уже вопрос такой, будет на каких-то устройствах стриминг проседать, к сожалению, это элементарная физика. Но роутер за свои 37 баксов просто хорош, смотрим мой обзор, там персичек. Я прям от него подвис. И, кстати, на него тоже, так как он организован на процессоре МТК, я думаю, что не заставит себя ждать поддержка OpenWRT, OpenWRT, о чем сейчас и пойдет речь, потому что у нас на 3-м месте оказался AX6000 от Redmi, который я раньше, скажем так, немного не взлюбил. Я делал такой мини-обзор, я даже не захотел его брать на обзор, но тут немаловажный момент. Дело в том, что многие знают, что есть такая операционная система открытая для роутеров, очень даже неплохая, OpenWRT, OpenWRT, называется по-разному. И в частности, вот этот вот Redmi AX6000, он у нас заявлен в поддержке, он на процессоре МТК 7986, у него действительно неплохие характеристики. И вот, пожалуйста, есть у нас поддержка, даже она обновляемая, если рекомендуема 48 на 60 есть даже прошивочка, здесь есть инструкция о том, как установить, но я сразу говорю, это гиковый момент. Если вы не готовы сами там колупаться и устанавливать, то поверьте, ну легче тогда его купить и попросить кого-то прошить какую-то там контору, которая этим занимается. Роутер действительно неплох, у него есть 4 на 4 MU-MIMO, индекс скорости AX6000, 160 МГц, МТК процессор, поддержка UFDMA, это все фишки, конечно же, Wi-Fi 6, 512 мегабайт памяти, и вот это вот именно почему AX5400 игровой не выдержал с ним конкуренции, именно из-за поддержки OpenWRT, тут и BSS Coloring, и Beamforming есть, конечно же, и WPA3, именно не выдержал из-за этого конкуренции. Тут даже игры в 2,5 гигабита, они нам, честно говоря, не очень интересны. Почему? Потому что, поверьте мне, в домохозяйствах найти больше гигабита просто нереально. Я знаю людей, у которых есть 2,5, но здесь нереально. А вот на 2-м месте у нас Xiaomi AX6s. Я вам объясню, в чем фишка. Дело в том, что этот стоит 82 бакса, а если брать в районе гигабита, то вот AX6s роутер с индексом скорости 3200 выглядит интересней, потому что, опять же, у него заявлена поддержка OpenWRT, вот, пожалуйста, он есть у нас, фактически это идентичные роутеры AX3200 и AX6s на том же самом процессоре МТК, и на него тоже есть прошивочка, то есть это MT7622B платформа, тоже с инструкциями, тоже прошивочка OpenWRT, где вы можете реализовать все, что вам угодно, но опять это нужно понимать, здесь в 2 раза меньше памяти, чем в AX6000, да, здесь все порты гигабитные, все как бы интересно, но здесь формула MU-MIMO на 5 ГГц, 4 на 4, на 2,4, 4 на 4 тоже, и вот это вот делает его действительно интересным роутером. Мощный, дешевый, с поддержкой хорошей прошивки, поэтому однозначно 2-е место, да, однозначно, соотношение цена, возможности и качества, потому что Xiaomi это все-таки mesh роутеры, все, которые мы здесь обсуждаем, роутеры, они все поддерживают mesh, и соотношение цены, качества, возможностей и мощности действительно выводит его на 2-е место. А на 1-м месте у нас сидят 2 роутера AX7000 и AX6000. Они практически разница у них в 2 раза в цене. И я сейчас использую у себя в студии, у меня стоит AX7000. Я могу вам сфотографировать, если не верите, для того, чтобы понять, почему он на 1-м месте. Это роутер, я вот его сейчас сфотографировал. И специально для вас показываю картиночку, то есть это AX7000, он у меня заведено на него чистых 2,5 гигабита, покрытие у него просто сумасшедшее, так же как и у AX6000.
Смотрите, два роутера, одного поля ягода, оба на Qualcomm. Навряд ли они получат, допустим, обновление, не обновление, а получат поддержку OpenWRT. Это мы однозначно пока что, я думаю, не сможем реализовать, и никто не сможет этого пока реализовать. Тут вопрос в другом. AX6000 это вот просто роутер. Вы в него впилили 2,5 гигабита, и это настолько мощное покрытие, что просто полный трындец. То есть он будет покрывать максимально все, что можно. Вот классно. Он поддерживает скорости, вот я максимально, что на нем видел, 1,5, 1,6 гигабита, то есть вообще без вопросов. Даже на iPerf где-то вылазило у меня 1,73, это то, что я ловил, да, там в пиковых значениях. И он у меня проработал больше 1,5 лет в студии, кстати, до AX7000. Он практически не перезагружался. В том плане, что мы его включили, забыли про него. Мы забыли, все, что тестировалось, мы брали от него. У него 2,5 гигабитный порт. Можно, в принципе, сделать гигабит, завести на него 2,5, отдать по WAN, например, на тот же самый NAS сервер с поддержкой 2,5 гигабит, потому что по Wi-Fi вы будете получать максимальную скорость от NAS сервера, например, при работе с файлами. То есть здесь мы имеем четкий посыл. AX7000 недалеко от него ушел по покрытию, по своей мощности, но при этом это Cortex A73 ядра по 1,5 ГГц. Это у нас и 4К QAM, кстати, у того тоже 4К QAM, и Mesh, и все в принципе такое же, вот одного поля ягоды, но у него есть USB, у него есть Docker, у него есть возможность увеличения памяти за счет USB накопителя, у него есть Samba сервер, у него есть агрегация LAN, агрегация WAN, то есть по агрегации, и все порты у него абсолютно 2,5 гигабита. Теперь, еще и поддержка IPTV. Блин, меня столько перечислять, знаете, легче обзор посмотреть. И теперь получается ситуация, что в данном роутере есть все, что вот заявлено на текущий момент из новинок, все, что мы можем реализовать, и USB-шечка, и там Samba серверы, все эти там, это все круто, с поддержкой IPTV. Но при агрегации вы можете на этот роутер получить 5 гигабит на вход. То есть по факту вы можете на этом роутере реализовать практически все. AX10000 мы изначально его вводили как сомнительный момент, но получить примерно то же самое, но только с поддержкой 10 гигабит, которая реализовать практически в домашних условиях, а это именно домашний роутер AX10000 невозможно, потому что он не дотягивает до Enterprise уровня. Во-первых, по безопасности, во-вторых, по возможностям. А здесь мы тут и MIDI NAS можем организовать, 4К QAM, USB 3.0, 160 МГц и самый топовый роутер, даже поддержка Game, они на гейм-сети отводят DFS каналы. Самый топовый роутер для меня это сейчас AX7000. Мне нафиг не нужна эта поддержка OpenWRT. Я все реализую здесь, все, что мне надо через докер. Конечно, мы даже поднимали на нем TorServe, но есть моменты, у некоторых он падает, у некоторых нужно подбирать версии, нужно использовать различные моменты. Но возможность работы с IPTV, с докером Samba, работы в Mesh с поддержкой NFC быстрого подключения, хотя NFC я тоже не понимаю. Есть у нас BSS Coloring, WPA3, Beamforming, все это очень-очень круто, но я вам так скажу, если организовывать Mesh сеть очень крутую, я бы брал AX7000 и плюс AX6000, это если очень большой дом или очень большое помещение, и соединял бы их, допустим, AX7000 основной, на него завели 2,5 гигабита, на AX6000 переделали гигабит, вернее 2,5 гигабита в LAN, соединили через LAN вот этот вот два роутера, и у вас получилось бы 2,5 гигабита внутри сети на Mesh. Это просто сочетание пушка. Это просто сочетание пушка, не говоря, если там AX7000 две штуки взять, вообще просто бомбей. Или же, если вы хотите вариант подешевле, то можно брать, допустим, AX6000 базовый и к нему взять вот таких вот точек доступа AX3000T и сделать сумасшедшую, допустим, сеть Mesh. Я уже писал и снимал про Mesh, допустим, на роутерах Xiaomi. И, кстати, я снимал на Mesh про роутеры Asus. Вы можете тоже туда тоже пойти посмотреть. Я, наверное, вам накидаю этих ссылок под видео. Тоже пойдете посмотрите. Для меня топ однозначен. Он абсолютно новый. Ссылки на проверенных продавцов в описании под видео. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.